Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне, который вы, скорее всего, пропустили, и очень даже зря. Это iQOO Neo 8. Что это такое и с чем это едят? Это 144 Гц максимальная герцовка у экрана, и это круто. 452 ppi. Вы ощущаете? Snapdragon 8 Plus Gen 1, в отличие от Poco F5, который стоит так же, а процессор все равно задушен, потому что там не 8 Plus Gen 1 стоит. Прямые грани. Здесь такой же боевский экран, как и у Vivo X90, а это, на секундочку, фактически премиум. Если сказать, на чем iQOO сэкономили, когда создавали этот смартфон, разумеется, они в первую очередь сэкономили на материалах, потому что здесь у нас никакой металлической рамки нет, к сожалению. Внешний вид, вот, допустим, у восьмерки в таком цвете будет такой, Neo 8 Pro выглядит вот так. И здесь есть недостатки, здесь есть минусы, но помним, что такое iQOO. Это смартфон, у которого великолепным образом встают гуглы, у него есть NFC-модуль, вы спокойно сможете им расплачиваться. Помимо того, что у них все хорошо в этом плане, у него есть 4К 60 FPS на основную камеру, в отличие от некоторых от Xiaomi за ту же стоимость, да? Потому что, еще раз повторяю, что 4К 30 FPS по мне бесполезное предблудо. Кроме ночной съемки. Хорошо, 4К 30 FPS при ночной съемке дает вам более светлую картинку, обычно, но не всегда. Если говорить о каких-то других особенностях, здесь прямые грани, это очень удобно. Он нестандартно выглядит, и в принципе iQOO создавали свой бренд под крышей BBK для того, чтобы благополучным образом продавать игровые варианты смартфонов. И эта штука в играх показала себя отлично. У меня есть два обзора мини на лайв-канале. Я гонял его в Твиче, он великолепно все пережил, минимально сбросил яркости, был максимально стабилен. И помимо этого на лайв-канале есть запись 10-минутного ролика, где я его использовал как камеру основную. То есть я рассказывал об этом смартфоне на эту же камеру в движении. Посмотрите, узнаете сразу, как он будет для вас снимать без всяких обработок, а при выгрузке на YouTube практически напрямую. Ну, единственное, разумеется, YouTube вжимает почти 80 раз, но примерно то же самое вы увидите, если вы делаете контент, потому что вы будете тоже в соцсети выгружать. В целом, смарт мне понравился, внешка у него классная, есть свои недостатки, но достоинства, учитывая его стоимость, полностью их побеждают. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной упаковке для iQOO. Коробка выполнена из плотного картона, пакинг хороший. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол неплохого качества, краткое руководство, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит смартфон 199 граммов, а габариты 164 на 77 на 8,5 мм. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти, разумеется, запихать нельзя, как в большинстве смартов сейчас. У меня на руках китайская версия смартфона, но у iQOO даже в китайской версии, напоминаю, есть русский язык, есть Google сервисы, все это установлено, и никаких проблем с этим нет. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны, постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, вопреки всему, несмотря ни на что, скидки все равно прилетают, потому что девайсы все равно брендом продавать надо. Телеграм-канал взаимопомощи, там ПТЗ вам подскажут такие же пользователи, чтобы они приобрели, согласно ваших потребностей, и мой личный телеграм-канал, где мы общаемся 24/7 на разные вопросы. Полетели. Приобрести данный девайс можно в черной, красной, зеленой расцветке. Дизайн смартфона слегка отличается от дизайна Neo 7, как по мне, Neo 8 выглядит намного более свежим. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамки из пластмассы, хотя по ощущениям все из пластмассы. В красной расцветке тыльная часть выполнена из искусственной кожи, и интересно смотрится блок камер с карбоновой текстурой. К слову, в красной расцветке у меня Neo 8 Pro, обзор на который тоже будет на канале. В руке смартфон лежит удобно, одной рукой пользоваться смартом можно. Защита от воды и пыли официально не заявляли, поэтому топить мы его не будем. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, стандартно 2 микрофона и капорт, а вот мини-джека нету. Далее есть динамики, звучание здесь неплохое стерео, не флагман
женское, но неплохое. В настройках можно найти предустановки звучания, функции звука высокого разрешения. Кастомного эквалайзера, к сожалению, не завезли. Вибромоторчик неплохой, ко всему настраиваемый, но до OnePlus-овского ему ой как далеко. Bluetooth аудиокодеков на борту более чем достаточно, сами их видите. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем от BOE на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей. Напоминаю, что таким же дисплеем оснащен у нас Vivo X90, а это, как сказать, минимум уровень. Подбородок у экрана есть, но он небольшой, как и рамки. Экран плоский, за что от меня отдельный плюс, играть удобнее на нем. Цветовой охват 100% DCI-P3, плотность пикселей 452 ppi, что очень даже хорошо, близко к читалкам. Напоминаю, что, по моему мнению, читалки начинаются от 500 ppi. Пиковая яркость 1300 нит. В солнечный день с включенной автояркостью яркости хватает, запас яркости небольшой, но есть. Частота обновления экрана максимум 144 Гц, также на выбор есть 60 Гц и авторежим. Частота мгновенной дискретизации касания 1200 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы видите на экране. В играх экран показал себя хорошо в плане отклика, мультитач на борту, но на 10 касаний откликается не очень хорошо. Шим затемнения до 2160 Гц. И напоминаю, что несмотря на то, что цифра красивая, медики считают, что затемнение 3000 Гц является уже безопасным, а вот все до может влиять. Показатели шима выше 15% не поднимаются, что прям очень отличный результат. Полноценный Always On дисплей в наличии. В настройках есть возможность подогнать цветопередачу под свои предпочтения, а также можете воспользоваться различными режимами, к примеру, комфортный сон. По поводу AOD смотрите, кстати, обязательно. У Xiaomi-шных девайсов очень часто в эту стоимость Always On дисплей обрезанный. У BBK такого не бывает. Во всяком случае, я не встречал. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. А также есть комбинированный способ разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает довольно быстро, зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. В отличие от ROG Phone 7 Ultimate, который я сейчас тестирую, у которого палец определяется один раз из двух, здесь вообще все волшебно. Перейдем к процессору. Здесь он установлен Qualcomm-овский Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота у него 3 ГГц, графический процессор Adreno 730 и ко всему еще установлен чип V1+. Неплохой такой обвес, правда? Интерфейс Origin OS версии 3.0 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR5 и доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Для 4G сети Band 7 на борту, он 20 отсутствует. Связь смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения и микрофоном у меня не было. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи, что неудивительно, у всех китайских смартфонов практически так. Bluetooth версии 5.3 NFC смартфон поддерживает, MirPay встает без проблем, оплачивать покупки можете. Вспоминаем, да, что у Realme 11 Pro по какой-то неясной мне причине в китайской версии не было NFC. Обзор, разумеется, уже на канале. Поэтому лучше это дело проверять заранее. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 9 часов 44 минуты. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, а в Work Performance смартфон выдал 10 990 баллов. Не особо много, я бы даже сказал, это один из худших результатов у подобного процессора, но вот так. Смартфон поддерживает Flash Charge на 120 Вт, беспроводной зарядки здесь нет. От 0 до сотки он у меня заряжается за 24 минуты в среднем. На борту можно обнаружить ультраигровой режим, который во всех смартфонах от iQOO в принципе присутствует. В настройках этого режима можно включить 4D вибрацию для игр, но в основном она работает только в китайских играх. Также можно подключить и настроить геймпад, и не только. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi на 100% яркости улетает у меня 13% заряда. За час игры в Genshin Impact улетает 18% заряда, что является неплохим результатом на рекомендованных настройках. И плюс сброс яркости всего 12% от общей яркости. И сброс не ощущается, а за 1 час игры в PUBG с 90 FPS и одновременным стримом на Твиче требуется 26% заряда. И это прям очень круто, учитывая, что он FPS-то и не сбрасывал. Перейдем к тестам. Как проходит Throttling тест, вы сейчас видите. В Geekbench 6 в сингл-коре 1430, в мультикоре 4060, 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 2789, Wildlife Stress Test 9965, Wildlife Extreme Stress Test 2728, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu выдал результат в 1 283 000 попугаев. Storage тест показал отличный 86 000. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и двойной LED вспышки. Основной сенсор Samsung GN5 на 50 мегапикселей с оптостабом и датчиком глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного сенсора 4К 60 FPS. Цифровая стабилизация также на борту, а суперстабилизация
стабилизация работает только в 1080p 60 fps. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео стандартное 1080p 30 fps. Основной сенсор справляется со своей задачей неплохо, конечно, цвета перекручены, но картинка не особо дерганая, хоть и стаб отрабатывает не лучшим образом. По фото он показал себя также хорошо, но только в дневное время, так как ночью фотографии максимально мыльные. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, на одном смарте 4К 60 fps, на втором 4К 30 fps. Я специально сегодня проверил стоимость 12256 iQOO Neo 8 против Poco F5, и они стоят одинаково. То есть один мы смартфон, видим, снимает с запасом определенным, второй без запаса определенного. Вполне возможно, вам и 30 FPS хватит, но мы должны помнить, что у кого-то лучше. И немного мракобесных фронталок в лифте. Одно расстояние. Poco F5 против iQOO Neo 8. Но 4К 60 FPS против 4К 30 FPS у Poco. И да, при 30 FPS все должно быть намного освещеннее. Хотя, с другой стороны, я бы не сказал, что у Poco это дело лучше выглядит, учитывая количество шумов. Сейчас я переключу это дело у iQOO. Вот теперь iQOO 4К 30 FPS и Poco 4К 30 FPS. Ощущаете разницу? Да, и она значительна. Но и там шумы, разумеется. И как все это дело отрабатывает ночью в шумах, вы видите. Информации больше на iQOO, но насколько она потребна, судить, конечно, довольно сложно. По мне, не очень потребно. И у одного, разумеется, 50 мегапикселей, это у iQOO, у Poco 64, но мы же понимаем, что значат эти цифры. Точнее, технически они, может, что-то и значат, что одна больше, вторая меньше. Но там все зависит и от размера сенсора, и от апертуры, и от того, как алгоритмы все это дело вытягивают. В общем, в целом, вот такая вот история у вас получится, если вы будете снимать с этих двух аппаратов. Ни один, ни второй не является камерафоном, но разница большая. И немного ночной съемки на фронталку. Совсем чуть-чуть. Иначе YouTube подумает, что у меня вообще ролик один сплошной ужас. Впервые не просто сравнение 4К 30 FPS и 60 FPS, но и сравнение двух смартфонов и культурного наследия Таиланда. Ладно, это все не важно. Смотрите, как смарты снимают в недостаточных условиях обстановки. Как звук, как картинка. И в целом разница ощутимая по мне. Ну что, сравнение двух фотографий от Poco F5. У нас Xiaomi показала апертуру 1.8 ISO 53 в помещении. Если брать iQOO Neo 8, ISO 423, а апертура 1.9. Очень странный выбор, но опять же напоминаю, что я фотографирую все в автомате. И мы здесь видим, что Xiaomi прямо конкретным образом выигрывает по фото. Возможно, по остальным каким-то моментам, других сценариях использования Xiaomi бы и проигрывал. Но здесь чистой воды победа от Xiaomi. Если вы обратите внимание, то плюс-минус одинаковая картинка. Если Xiaomi, правда, единственная проиграла, наверное, по работе со светом, у iQOO со светом все лучше. А вот по фронталке, особенно ночью, я бы сказал, что совсем другая история. Обратите внимание, что слева у нас Xiaomi, справа у нас, разумеется, iQOO. ISO iQOO выставила 1211, апертуру 2.5 у фронталки, Xiaomi 1383. И я бы сказал, что, опять же, тут сравнивать особо нечего, потому что у Xiaomi все мыльно. Притом здесь я делал уже несколько фотографий. Но Xiaomi сделала акцент на рубашку. Цвета, наверное, ближе все-таки у iQOO, а по картинке, опять же, непонятно, что Xiaomi на что делала фокус в принципе. Вот так примерно сможете снимать себя на фронталку. Ну и здесь довольно просто хочется сказать, ну вы все поняли. Почему? Потому что это один и тот же сценарий Neo 8 и основной модуль у Xiaomi. И да, я здесь пытался хорошо сфотографировать у Xiaomi. Еще одна ночная фотография от iQOO, я думаю, что вам будет интересно. Понятно, что здесь больше похоже на акварель, все, что вода, что
что человек, но если вы будете отдалять, либо размещать куда-то там в каких-то социальных сетях, выглядит это более чем прилично. Если говорить о фото в помещениях, вот смотрите, автомат выставляется ISO-шка 374, апертура 1.9, и в принципе, если не двигаться, то объекты, даже не особо хорошо освещенные, здесь мало того, что различимы, но и довольно неплохо оформлены. При том, чтобы вы не думали, что я буду вставлять только суперфотографии, вот вам, пожалуйста, солнце било в сенсор, и я попытался себя сфотографировать. То есть смарт фактически не справился. У меня и сливается и рубашка с задним планом, и часть лица вырезана. Вот так. Не успел он сработать. Почему не успел? Потому что через какое-то время он уже лучше фотографировал. Но я хотел вам показать такую фотку. Почему? Потому что когда вы достаете что-то из кармана и хотите срочно что-то сфотографировать, особо времени не будет. И этим, наверное, отличаются флагманы. Они быстрее думают, лучше соображают, и фотографии из кармана получаются качественнее и быстрее. 4К 60 FPS, стоянка байков. И вот сейчас вы видите, как при, кстати, не совсем плохом освещении, хотя кажется, что оно недостаточно, видно здесь все довольно неплохо. Можно будет вам снимать окружающую действительность. Вот так. 4К 60 FPS, основной модуль. И смотрим X5, X2, X3. X5, 6, X10 максимум. У меня же в глазах заребило, думаю, как у вас. И обратно. 4.3. Усиление голоса не включено. И фронталка 1080p максимум. Но снимает лучше, чем Realme C35, конечно. Но тоже не волшебно. Ну и да, самое обидное, что здесь даже нет 1080p 60 FPS каких-нибудь. Ладно, 1080p, окей. Самый распространенный формат для съемки. Но 60 FPS надо было бы запихать. Смарт классный. 1080p 30 FPS, фронталка, и что я могу сказать? Она думает долго перед тем, как, допустим, фотографировать. Если на ярком солнце, ей необходимо, ну, секунд 20-30, чтобы адаптироваться. Если говорить о всем остальном, напоминаю, что если включить и вы посмотрите мой ролик, который снят полностью на этот смарт из разряда краткого обзора, то усиление голоса будет ухудшать то, что вы получите на выходе с записью голоса. То есть, если вы включаете здесь в режим усиления голоса, запись у вас несмотрибельная становится. Ну или неприятно слушать по-другому. Основная камера суперстабилизация, которая возможна только в 1080p 60 FPS. Вы видите сейчас, как справляется смартфон с движением вдоль дороги. Держу его в одной руке. Помимо того, что держу в одной руке, все довольно шумно, максимально шумно. Дороги мимо меня проезжают машины прямо вплотную. И вот так, плюс-минус, смарт будет справляться с подобными условиями. И на вопрос, а кто же снимает в 1080p, здесь у нас два лагеря обычно в комментариях. Кому нужно 1080p, когда есть 4К, а тем более 8К. И второй лагерь, а кто снимает в 1080p. Давайте откровенно, сколько людей пользуются телевидением. А теперь напишите мне, сколько обычное нецифровое телевидение дает разрешение. Ну вы поняли. Вот так основные потребности ваши будут, возможно, перекрыты этой съемкой. Потому что стап и правда неплохой. Вот по поводу всего остального, устраивает ли вас такое разрешение, это вопрос. О, да, радость. Если что-то услышали, отлично. Вот так ругаешь ультраширик, что вот плохой, кому он нужен. А как начинаешь пользоваться смартфоном, реально понимаешь, что ультраширика-то не хватает для очень многих моментов. Как в фото, так и в видео. По большому счету, даже для общих планов на подсъеме вот эти мини-кадры, пусть даже в плохом разрешении, они очень неплохо разбавляют картинку. Так что достаточно было попользоваться Realme 11 Pro. Кстати, Realme 11 Pro Plus, как бы и Realme 11 Pro скоро будут на канале, и в глобальных версиях потом тоже, пока в китайских. На Realme Pro Plus пользователи уже жаловались, что их блочат. Так вот, у них тоже нет прошки ультраширика. И это
конечно, непривычно. Начинаешь по-другому относиться к ультраширику. Да, по просьбам зрителей в ролике стало меньше примеров съемки. Почему? Потому что на лайв-канале у меня теперь будут ролики отдельные. Они уже есть на все эти девайсы. Из разряда 20 минут их камера, и только их камера, и ничего даже проматывать не надо. Кроме их камеры ничего. Вот так примерно, если с упора вы сможете снимать с данного смартфона какие-нибудь объекты без штатива. Неплохо. Иксы вы уже видели. Немного видео фудкорта. Здесь смузи. Еда очень похожа, хотя очень много различных локаций. Из интересного это, разумеется, длины. 4К 60 FPS очень классно переливается. Это вывеска, первый раз такую вижу. И я надеюсь, что камера передает весь креатив. Съемка с одной руки, в принципе, достаточно. Можно переходить, как вы знаете, на X3, X5, X6, X10. Если встать, что-то даже будет видно. 4К 60 FPS, вот так выглядит много-много самов в одном месте, которых кормят, но не ловят, чтобы есть. И так выглядит съемка в 4К 60 FPS. Павлин 4К 60 FPS. Я, к слову, сейчас снимал на Realme 10 Pro Plus, и у нее с автофокусом была в этой мобилке большая беда, чем здесь. Здесь я не помогаю вообще никак смартфону. То есть он просто определяет, что нужно снимать именно этот объект сам. Павлин 4К 60 FPS. 4К 60 FPS. Корми. Кормим слона на Neo 8. Продолжаем кормить следующего. Минусы: нет мини-джека и нет 20-го бенда. В принципе, все. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто подпишется на этот канал с колокольчиком, напишет в комментах, что еще купить на обзор, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Скоро будут много интересных смартфонов. Ну и смотрите, чем бы я хотел нестандартно финализировать. Нет, я не забыл, что здесь нет ультраширика, это тоже является минусом, хотя в минусах я это дело не назвал. Сейчас съемка ведется на этот смартфон, на основной модуль 4К 60 FPS, насколько хорошо он отрабатывает, вы сейчас видите. И в правой руке у меня Neo 8 Pro, я про него обязательно расскажу, но с точки зрения стоимости и возможности он не так крут, как Neo 8. Почему? Потому что вот есть у меня GT3, это глобальная версия смартфона Neo 5 от Realme, и ее я, разумеется, пообозреваю. Я купил ее на распродаже, она мне уже пришла. Это какая-то магия, матрица и все остальное. Наверное, они беспокоятся о том, что не продадут это дело. Вот это дело изначально рекомендовать очень сложно. Почему? Потому что дорого и бессмысленно. А еще учитывая, какие цены в нашем родном ритейле выставляет бренд BBK, особенно Realme, я вообще их рекомендовать не могу. То есть про бренд Realme в нашем ритейле просто вот так вот забываем и все. Если говорить об iQOO, это тоже, повторяюсь, компания BBK, в нее входит OnePlus, Realme, Oppo, iQOO и, в принципе, наверное, еще какие-то бренды, о которых не всегда вспоминаешь. Этот смарт сложно не рекомендовать. То есть они взяли все лучшее, взяли экран от Vivo. Да, сюда запихали не лучший сенсор, у Neo 8 Pro он получше. Вырезали ультраширик, запихали топовый процессор, реализовали все это супер отлично и продают на родном рынке. Вряд ли они будут продавать это все дело на глобалку. Почему? Потому что для родных пенатов лучше, а для всех остальных это делает как Redmi, когда они K60 выгружают у себя, продают его на 30-40% дешевле, чем потом Poco продает свой смартфон, когда он является по железу уже не актуальным в Поднебесной. То есть посмотрите, когда они выпускают Poco и когда они выпускают Redmi. Я про Xiaomi.
Так вот, iQOO такого не делает. iQOO сделали отличный смарт, который является современным, у которого еще много-много по поддержке перспектив, у которого, да, не супер самая лучшая съемка, но он сбалансирован. И за свои деньги он предлагает больше. Единственное, чего здесь нет, повторяюсь, ультраширика, и здесь нет 20-го бенда. Если вы живете в большом городе, если вы не уезжаете куда-то на деревню отдыхать, и, может быть, вы уезжаете, но вам там не нужна супер топовая связь, вам этого смартфона будет достаточно. Если вам необходим универсальный смартфон со всеми бендами, к сожалению, у вас только один выход — это искать что-то с глобальной прошивкой. iQOO, я еще раз повторяюсь, редко бывает на глобальной прошивке. Neo SE, семерочка появилась на глобалке, но это все равно за какие-то либо космические деньги, либо какие-то проблемы. Поэтому этот смарт я могу рекомендовать вам на 100%. Его не так просто купить, в принципе, в Китае, потому что на него приличный ажиотаж. Те, кто приобрел его во время распродажи, последние на Али, уже писали, что продавец уже сказал через неделю, две, кому-то через 2 дня, но в итоге не высылает. Почему? Потому что это популярный смартфон. Его не так просто даже там купить. И за это железо с этим программным обеспечением они просят деньги, которые просит Poco за смартфон ниже классом, Poco F5. Да, но с глобальной прошивкой и 20-м бендом. И еще раз повторяюсь, я могу этот смарт рекомендовать, вы для себя оцениваете, нравится вам такая позиция, либо не нравится, потому что это все равно не глобал. Продавать это дело на территории Российской Федерации будет большая проблема, потому что iQOO это не популярный смартфон. И как бы я вам не рассказывал, что он классный, про этот бренд никто не знает, потому что его невыгодно у нас продавать. Но мы не будем о грустном, будем мы рассуждать о том, что сегодня у нас в руках у нас был классный смартфон. Пишем, у кого какие вопросы. Надеюсь, на лайв-канале вы посмотрите прувы, напишите, интересен ли вам такой комплексный, длинный и сложный подход. Я был приятно удивлен этим смартом, поэтому контента много, поэтому слов много. И от меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.